Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. За окном вторая половина октября, а это значит, что пришла пора готовиться к Новому году. Тем более, что вы меня начали об этом просить еще с конца августа. 2024 год по восточному календарю будет годом дракона. Образ достаточно сложный. И скажу честно, над его реализацией я думала достаточно долго. Но своему стилю изменять я не стала. Поэтому у меня получились не грозные устрашающие драконы, а маленькие и милые малыши. Поэтому, если вы тоже давно мечтали поселить у себя добрых и милых дракончиков, то оставайтесь со мной и давайте приступим к работе. Тем более, что спонсор сегодняшнего видео, российская компания Малевич, приготовила для вас шикарный подарок. Но об этом я вам скажу чуточку позже. По устоявшейся традиции на моем канале символов года я леплю из папье-маше. И этот раз не будет исключением. Ссылку на рецепт моей массы вы найдете в подсказке и в описании под этим видео. Также нам понадобится кукурузный или картофельный крахмал и обычная вода. Для основы дракончиков нам понадобятся не втулки от туалетной бумаги, которые я обычно использую, а капсулы от киндер-сюрпризов или другие похожие контейнеры. Припыляем крахмалом рабочую поверхность и руки. За счет этого масса станет менее липкая, и с ней будет комфортнее работать. Вода же, наоборот, нужна для того, чтобы добавить массе клейкости, когда это нужно, и для выравнивания поверхности. Отрываем небольшой кусочек массы, разминаем его и расплющиваем в лепешку. Капсулу от киндера смачиваем водой и заворачиваем в лепешку из папье-маше. Массу старайтесь распределять равномерно, чтобы толщина слоя получилась примерно 2-3 мм. Поверхность выравниваем влажными руками и оставляем на просушку примерно на 6-8 часов. Я оставила на ночь. Дракончиков у меня будет 4 штуки, поэтому мне понадобилось 4 заготовки. Вы же можете сделать столько драконов, сколько пожелаете. Ну или сколько найдете капсул от киндер-сюрпризов. Берем небольшой кусочек массы папье-маше, катаем из нее шарик, и из этого шарика будем формировать носик будущему дракоше. Вместо приклеивания носа к основе обязательно смачиваем водой. Шарик приминаем в конус и влажными пальцами сглаживаем место соединения деталей. Стеками или любыми подручными материалами помогаем себе формировать мордочку дракона. Намечаем ноздри и делаем ему улыбающийся ротик. Кстати, в ассортименте Малевича есть хороший набор стеков для лепки. Я давно хочу его попробовать, а вам я оставлю на него ссылку. Снова оставляем дракончиков на просушку. Я сушила их в яичном молотке. Он идеально подошел им по размеру. Сушим опять примерно 6-8 часов. Из массы папье-маше снова катаем шарик и наращиваем им голову дракона. Точнее, ее верхнюю часть. Не забывайте смачивать поверхность, прежде чем соединять детали, и влажными пальцами выравнивать все стыки. Намечаем у дракона глаза. Просто пальчиком чуть-чуть вдавливаем поверхность массы в том месте, где в будущем будем лепить глазки. Из 2 шариков массы поменьше формируем дракону щечки. И из одного совсем маленького шарика делаем подбородок и оставляем дракончиков на просушку. Снова катаем из массы папье-маше шарик и делаем из него животик дракончику. Опять сушим. В принципе, можно объединить этот этап с предыдущим и слепить мордочку и животик за один заход. Так вы чуть убыстрите свою работу. Теперь из массы папье-маше катаем колбаску, расплющиваем ее и приклеиваем на спинку дракону, формируя гребень. Влажными пальцами сглаживаем все стыки.
И стеком или палочкой слегка приминаем край, делая на гребне волну. Так будет смотреться интереснее. Отправляем драконов на просушку. Катаем из массы два одинаковых шарика и формируем из них задние лапки. То есть сначала шарики превращаем в зауженные с одной стороны колбаски, приклеиваем эти колбаски к туловищу дракона. Все стыки сглаживаем мокрыми пальцами или кистью. И придаем лапкам нужную форму и изгиб. Стеком или пилочкой для ногтей можно продавить на лапках пальчики и добавить по желанию складочек. Оставляем на просушку. Теперь из шарика побольше катаем вытянутый конус и формируем из него хвост дракончику. Хвостик приглаживаем к туловищу, придаем ему нужный изгиб, влажными пальцами выравниваем поверхность и прищипывающими движениями делаем гребень. Оставляем на просушку. Так как масса папье-маше после высыхания дает небольшую усадку, в некоторых местах я добавила объема. Нарастила бедрышки, немного увеличила животики и капельку увеличила попки, чтобы дракончики сидели более устойчиво. Из двух одинаковых небольших шариков формируем выпуклые глазки и как следует приглаживаем их к голове. Для удобства дальнейшей работы даем дракончикам пару-тройку часов подсохнуть и еще из двух одинаковых шариков формируем ушки. Я их делала наподобие кошачьих, то есть сначала заострила их сверху, а потом немного углубила с лицевой стороны. Можно было бы добавить еще и рожки, но я не стала. Итак, мы на финишной прямой, и нам осталось слепить дракончикам передние лапки и крылышки. Для этого берем два одинаковых шарика, катаем из них колбаски и приклеиваем их к туловищу, не забывая смачивать места соединения водой. Лапки можно расположить по-разному, свести их вместе или наоборот развести в стороны. Вы можете пофантазировать. У всех моих дракончиков за счет именно передних лапок получились разные позы и образы. Кто-то танцует, кто-то хочет взлететь, а другие хотят на ручки. Я решила упростить себе задачу и слепить крылышки с помощью молдов. У меня был молд с крылышками бабочки, и мне показалось, что он идеально подходит. Но крылья можно сделать любые, и в том числе слепить их самостоятельно. Если тоже будете использовать молды, то могу вам посоветовать сначала отпечатать рисунок с одной стороны, дать крыльям немного подсохнуть и затем отпечатать рисунок с другой стороны. Так крылья будут смотреться интереснее. После того, как крылья высохнут, с помощью двух небольших кусочков массы папье-маше приклеиваем их на спинку дракона и оставляем малышей на финальную просушку на день или даже на два. В комментариях вы очень часто спрашиваете меня, какими красками я рисую, какие кисти я использую, какой лак или грунт могу вам посоветовать. И я прекрасно понимаю ваше замешательство, потому что на рынке представлено такое разнообразие материалов для творчества, что просто глаза разбегаются.
За 20 с лишним лет своего творческого опыта я поработала с различными материалами. Но в последнее время я остановилась на продукции торговой марки Малевич. Во-первых, они меня устраивают по качеству, и я влюбилась в их дизайн. А во-вторых, что немаловажно, их цены доступны каждому. В своих прошлых мастер-классах я уже показывала вам и кисти, и акриловые краски, и лак, и грунт от фирмы Малевич. И сегодня вы снова их увидите. Просто потому, что мне они очень понравились, и я искренне могу их вам рекомендовать. А специально для моих зрителей Малевич приготовил скидку в размере 20% на покупку материалов для творчества на Озоне по промокодам Handmade120 и Handmade220. Чтобы получить скидку, нужно оформить заказ, перейдя по одной из ссылок, которые я закрепила в описании под этим видео, и ввести соответствующий промокод. Скидка суммируется со всеми остальными скидками и акциями производителя, и цены получаются максимально доступны. Я искренне рекомендую вам воспользоваться данным предложением и побаловать себя красивыми и качественными материалами для творчества. Акция действует до конца ноября 2023 года. Но это еще не все. Малевич специально для подписчиков моего канала приготовил подарок. Один из вас получит набор из 36 цветов акриловых красок совершенно бесплатно. Для этого нужно быть подписанным на этот канал, написать какой-то комментарий под этим видео и дождаться 30 ноября. Именно в этот день генератор случайных чисел выберет самого везучего из вас. Подарок будет отправлен в ближайший к вам пункт выдачи заказов Озон. Вернемся к дракончикам. Прежде чем переходить к росписи, фигурки нужно загрунтовать. Так и расход краски снизится, да и сама краска будет ложиться лучше. Я использую белый универсальный акриловый грунт от Малевич. Наношу его кистью в 2 слоя с промежуточной просушкой. Финиш получается матовый и очень приятный на ощупь. А сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. Изначально для росписи я хотела попробовать использовать только набор матовых акриловых красок из 12 цветов. Но позже поняла, что не справлюсь с этой задачей и задействовала большой набор акрила из 40 цветов. Поэтому, если вы не хотите самостоятельно мешать новые оттенки, а красивые оттенки получить достаточно сложно, могу сразу порекомендовать вам рассмотреть для покупки набора акрила побольше. Все-таки, когда у вас есть выбор, работать сразу становится проще и приятнее. Но вернемся к росписи. Раскрашивать дракончиков я решила по принципу от темного к светлому. Для этого сначала фигурки раскрашиваем в черно-коричневый цвет, особое внимание уделяя всем ямочкам и углублениям. А дальше будем работать сухой кистью. У меня кисти из серии Клод. Это кисти из синтетики средней жесткости. Именно такие кисти хорошо подходят для данной техники. Набираем на кисть белую краску, вытираем излишек краски о палитру и проходимся по всей поверхности дракончика, выделяя рельеф и самые выступающие части. Старайтесь не затрагивать белой краской углубления и ямочки. Так визуально фигурка получится еще объемнее. Я решила всех дракончиков сделать разных цветов, но вы можете использовать какой-то один. Тем более, что 2024 год – это год зеленого дракона. Для каждого малыша я выбрала свой цвет и нанесла его поверх белого также сухой кистью. Старайтесь не закрашивать темно-коричневую основу в углублениях и ямочках. Эти места так и должны остаться самыми темными даже в конце росписи.
Теперь для каждого дракончика подбираем новый оттенок первоначального цвета и наносим его сухой кистью. То есть, например, для желтого дракончика берем лимонный цвет, для синего лиловый или голубой, для зеленого салатовый или травянистый и так далее. Каждый новый оттенок наносите так, чтобы он не полностью перекрывал предыдущий. Теперь в каждый цвет добавляем немного белой краски, чтобы получить новый, более светлый оттенок. И снова наносим его сухой кистью. И чтобы фигурки получились еще интереснее, желательно использовать не по 2-3 оттенка одного цвета, а от 4 до 6. И, как вы понимаете, получить столько новых оттенков, имея минимальный набор цветов акрила, достаточно сложно. Поэтому я задействовала большой подарочный набор акрила, которым восхищалась еще в прошлый раз. Этот набор действительно очень хороший, и я советую вам обратить на него внимание, потому что здесь большое разнообразие цветов и оттенков, а это как раз то, что нужно, чтобы сделать яркий и разнообразный декор. Итак, после того, как цветовая гамма ваших дракончиков вас устроит, я советую вам взять желтый цвет и сухой кистью совсем немного выделить им самые выступающие элементы. То есть желтым цветом мы создаем что-то наподобие бликов на чешуе драконов. Делать это белой краской я вам не рекомендую, так получится очень контрастно. У малышей остались неокрашенными крылышки, и я была бы не я, если бы не задействовала в работе золото. Точно так же сухой кистью с золотой краской я прохожусь по крылышкам, подчеркивая их узор, и совсем немного припыляю всю поверхность драконов золотой краской. Я долго сомневалась, какие глаза делать драконам. Сначала я хотела сделать их из полубусин, потом хотела купить готовые стеклянные глазки, но в итоге решила, что все-таки лучше их просто нарисовать. Выглядеть это будет намного гармоничнее и на 100% милее. Сначала белой краской рисуем овалы или кружочки. Дальше закрашиваем их желтой краской, а оранжевой добавляем объема. Переход от оранжевого цвета к желтому должен быть плавным, иначе глаза не будут выразительными. Черной краской рисуем зрачки. Коричневую краску разводим водой и прорисовываем контур. Этой же краской добавляем теней. Белой краской рисуем блики. И я решила добавить на радужку мелких коричневых точек. Получилось необычно, но симпатично. Так как дракончиков мы делаем к Новому году, я решила, что можно добавить им немного блесток. Но это уже на ваше усмотрение. В завершении дракончиков по желанию покрываем глянцевым или матовым акриловым лаком в 1 или 2 слоя с обязательной просушкой.
Такие дракончики станут отличным подарком на Новый год. А если сделать им подвес, то их можно использовать и в качестве елочных украшений. Пишите в комментариях, какой дракоша понравился вам больше всех. И не забудьте закупиться материалами для творчества. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.